Продолжим разговор о горящих логистических центрах Wildberries, и хорошо бы эту тему поместить в более широкий контекст. Контекст заключается в том, что впервые, пожалуй, за четверть века российское государство под руководством Владимира Путина выглядит слабым и неуспешным везде и во всем. Все новости плохие, и даже самым лояльным гражданам просто не за что зацепиться. Кажется, сломалось сразу все – экономика, внешняя политика. А по атакам на логистические центры мы видим, что окончательно сломалась и вертикаль управления. Мы и раньше, на втором году войны, когда приграничные регионы фактически оказались в зоне боевых действий, отмечали, что вся блестящая вертикаль власти, которую строили четверть века, закончилась. Была тогда какая-то отдельная война, идущая между Украиной и Белгородской областью. Стороной войны этой до мая этого года выступал губернатор Гладков и его коллеги из соседних регионов. А Россия, в лице вертикали, на вершине которой восседает Владимир Путин, живет своей отдельной жизнью. В случае с Wildberries мы видим развитие этого сюжета. Давайте для начала подведем итоги украинских атак на логистику Wildberries за последние дни. Только сначала важное объявление. У меня есть некоммерческий проект «Приемная». Он обеспечивает бесплатную юридическую помощь тем, кого преследуют в России по политическим мотивам. Это может быть консультация адвоката или его полноценная работа над делом. Проект уже закрыл более 40 кейсов. По одним адвокатам удалось добиться рассрочек штрафов или их снижения. По вторым, более мягких условий для заключенных. В некоторых кейсах удалось даже заменить тюрьму штрафом. Действует проект не публично. Рассказывать СМИ, кого конкретно и как вытащили, я не стану, чтобы не привлекать лишнего внимания силовиков к человеку. Так что если вы знаете кого-то, кому нужна помощь с политическим делом, обязательно отправьте ему или его родственникам ссылку, которую я оставил в описании. Пусть напишет, и мы найдем и оплатим ему адвоката. Писать в проект можно не только, когда дело уже есть, но и если вам вдруг звонит следователь и зовет просто пообщаться. Или если идет доследственная проверка. Это, кстати, ровно тот этап, когда наиболее вероятно от дела отбиться. Без адвоката на такое ходить категорически нельзя. Пишите, пожалуйста, чтобы у вас адвокат был. Подведем итоги украинских атак на логистику Wildberries за последние дни. Поражены 5 комплексов в Подмосковье, в Тамбовской области, в Ставропольском крае, в Краснодаре и в Воронежской области. Из строя выведено 500 000 квадратных метров площадей. Только недвижимости Wildberries потеряла на 500 миллиардов рублей. Новых оценок о суммарной стоимости уничтоженных товаров пока нет, но просто по пропорции ясно, что цифра вышла за 100 миллиардов. Продавцы жалуются на поведение компании. Товары, хранившиеся на сгоревших складах, просто исчезают из личных кабинетов. Компания уклоняется от любой конкретики в вопросах компенсации. Хуже того, блокирует вывоз товаров с пока целых складов. Судя по темпам уничтожения инфраструктуры, очень сложно представить, что помешает Украине вынести вообще всю инфраструктуру Wildberries, а за ней Озона и Яндекса. Но из новостей, которые мы с вами читаем, не так даже просто понять, в какой стране этот Wildberries находится. Кажется, будто Украина сейчас воюет конкретно с Wildberries. Страна войны в данном случае это Татьяна Ким. Глава ВБ что-то там комментирует, обещает подумать о каких-то формах компенсации. Всякие аналитики и юристы рассуждают о перспективах возврата денег за товар. А кто-то высказывается о том, как Wildberries следует защищать свой бизнес. Федеральная власть, которая вроде как войну начала, ведет и за нее отвечает, в этой ситуации отсутствует полностью. Есть украинские дроны, есть ВБ, есть несчастные продавцы, есть юридическая дискуссия. Но власти нет. Мы в той точке, когда рыночек не может ничего порешать. Ни один маркетплейс на свете, который зарабатывает с комиссии, не может компенсировать утрату товаров на десятки миллиардов рублей раз в неделю. Ни одна страховая компания, смотря на происходящее, не возьмет на себя страхование таких рисков. А если и возьмет, то страховая премия будет примерно как стоимость товара. Единственный субъект, который тут может что-то порешать, это государство. Если государство не может защитить крупнейшую торговую и логистическую компанию и сотни тысяч продавцов, которые доверяют ей свой товар, то государство должно хотя бы разруливать проблемы граждан, которые создало. Платить компенсации, освобождать от налогов, договариваться с банками о списании задолженности, о кредитных каникулах. Неважно, каким именно методом закрывать вопрос. Важно, что только у государства есть ресурсы, от финансовых до регуляторных, для решения такого масштаба проблем. Государство, строго говоря, ровно для того и нужно так-то.
Оно не нужно, чтобы решать, чем торговать и по каким ценам. Что читать, смотреть, петь или пить, с кем спать, сколько детей рожать и как их воспитывать. Вот со всем тем, во что наше государство очень любит засунуть свой клюв, люди разберутся сами. Государству же нужно ровно на тот случай, когда на склад с товаром на десятки миллиардов падает с неба взрывчатка. Когда все стандартные рыночные механизмы и договорные обязательства мирного времени работать перестают. Когда наступают риски, от которых нельзя застраховаться. И ровно в этот момент государства нет. Есть ВСУ, есть Wildberries, есть продавцы на Wildberries. И они должны сами как-то из этого всего выпутываться. Тут даже сложно винить крупнейшие площадки, которые одна за другой официально с себя снимают ответственность. Есть на свете такие необычные предприятия, которые страхуют покупателей от изъятия и уничтожения товара, гарантируя доставку при любых условиях. Вот только имя таким предприятиям – наркокартели, и маржинальность в этом бизнесе явно выше, чем у сервиса доставки или логистики. Нас пропаганда уже потихонечку приучает к тому, что словосочетание «частное ПВО» – это что-то нормальное. К тому, что защищать свои стратегические объекты – это обязанность бизнеса за свой счет. Но давайте не будем принимать этот бред за норму. Государство сняло с себя обязанность защищать страну от последствий войны. И последствия эти компенсировать. Причем войны, которую это государство само же развязало непонятно зачем. И люди все это видят. Люди видят, что война протекла у государства сквозь пальцы. Пока государство самозабвенно дискутирует с противником относительно принадлежности Константиновки, настоящая война ушла на тысячи километров на восток, и в ней государство терпит тотальное поражение. Но это далеко не единственный компонент войны, где государство очевидно проигрывает. Следующий компонент – дипломатический. И он и вовсе выглядит так, что в него крайне сложно поверить. Весь прошлый год был в полной мере посвящен большому балету с Дональдом Трампом. Дональд Трамп – это такой президент США, вероятность возникновения которого в жизни Владимира Путина сравнима с тем, чтобы сорвать джекпот в лотерею несколько раз подряд. Трамп – человек, чья вера в дружбу с Путиным была нечувствительна ни к каким внешним раздражителям, ни к каким фактам из реального мира. Он был готов терпеть много раундов вранья и унижений. Готов был не только отдать Путину все, что тот уже успел захватить, не только снять американские санкции, но надавить на европейцев, на весь прочий западный мир, чтобы война Путину и вовсе сошла с рук. Просто вспомним, как выглядел правый твиттер тех времен, что писали трамписты. Едва ли кто-то смог бы отличить это от Russia Today и «Воскресного вечера» с Владимиром Соловьевым. Группа поддержки Трампа аккуратно повторяла все ключевые тезисы российской пропаганды. Вся эта дипломатическая победа, включая сцену в овальном кабинете с наездом на Зеленского, просто взяла и упала с неба. Это не российская сторона так лихо построила свою дипломатию, что нашла путь к сердцу Трампа. Это Трамп распахнул свое сердце настолько, что туда можно было на самосвале заехать. Лидер западного мира, который к вам готов быть бесконечно лояльным, это актив, ценность которого сложно преувеличить. Особенно, когда он достается просто так и совершенно бесплатно. Как выглядит ситуация спустя 1,5 года выдающейся дипломатической работы? Всех этих бесконечных свиданий Кирилла Дмитриева со Стивом Уиткоффом. Ситуация в полной мере характеризуется одной новостью. Лора Лумер приехала в Киев и написала оттуда покаянный пост о том, как ошибалась насчет Украины и как США следует поддерживать Украину в ее героической борьбе. Нашим зрителям это имя вряд ли сходу что-то скажет. Но Лора Лумер в трампизме – это как если бы Екатерина Мизулина, Никита Михалков и братья Ковальчуки были бы одним человеком. Расскажем об этом всем подробнее после небольшой рекламы. Посмотрите, пожалуйста. Наверняка вам знакома эта ситуация. Сегодня один VPN перестал работать, завтра другой. В итоге вы ставите себе 2, 3, а то и больше разных VPN-сервисов и постоянно между ними переключаетесь. Sirius VPN решает эту проблему. Это недорогой VPN с неограниченным трафиком, и его не нужно постоянно менять на другой, потому что одна подписка на Sirius VPN дает доступ к 3 разным VPN-конфигурациям с множеством локаций внутри. Они работают на разных протоколах, что делает их устойчивыми к блокировкам. Как только РКН начинает ограничивать доступ к одним серверам, вы в один клик переключаетесь на соседние. Больше не придется искать и покупать новые VPN-сервисы.
Sirius VPN работает на современных протоколах, помогает обходить ограничения в России, открывает доступ к российским сервисам за границей. А еще его можно установить на роутер. Вы можете один раз настроить на нем VPN, и все подключенные устройства будут автоматически получать доступ к интернету без дополнительной установки VPN на каждое из них. Также у Sirius VPN есть специальные серверы, предназначенные для работы в условиях усиленных блокировок и для обхода цифровых глушилок, включая режимы с использованием белых списков. Настройка занимает несколько минут. В Telegram-боте есть подробная видеоинструкция. У Sirius VPN более 30 локаций по всему миру, включая страны Европы и США. Есть также отдельный сервер для звонков, где голосовой трафик получает приоритет, чтобы связь оставалась стабильной. Логи пользователей сервис не хранит, а оплатить подписку можно как российской, так и зарубежной банковской картой. А еще криптовалютой и Telegram Stars. Стоимость от 100 рублей в неделю. Есть также тестовый 14-дневный период. Ссылка в описании. А если у вас есть свой блог или активная аудитория, вы можете присоединиться к партнерской программе Sirius VPN и получать 30% от всех платежей приглашенных пользователей. Спасибо, что смотрите рекламу, продолжаем. Так вот, Лора Лумер – это главная ультратрампистка. Блогерка, которая всю свою карьеру построила на беззаветной преданности Трампу, поиске и уничтожении недостаточно верных трампистов в его окружении. В чем вполне преуспевала. Те, на кого Лора Лумер ходила крестовым походом, от Такера Карлсона до Марджори Тейлор Грин, уже давно сброшены с корабля современности. Лумер бесконтрольно вхожа в Белый дом и очень успешно сидит у Трампа на ушах. Она амбассадор всех теорий заговора, кроме еврейского, потому что в трампизме представляет сионистское крыло. Что похвально. Ладно, отрежут. Еще до войны Лора Лумер писала колонки для Russia Today. В ее твиттере по тегу Ukraine не найти ни единого доброго слова, а по тегу же Путин ни одного дурного. Короче, вы понимаете, что это за персонаж. Даже если бы Барак Обама прилетел в Москву в марте 22-го и начал бы лично рассказывать там про боевых комаров, это было бы все еще не так изумительно, как Лора Лумер, которая прямо из Киева вещает настолько проукраинскую точку зрения, какой нельзя было ждать ни от каких демократов. Несчастная Маргарита Симоньян в Твиттере с чувством оскорбленной невинности отправилась в комментарии к Лумер и попросила ту сделать сбалансированный репортаж из Киева. А та ответила, что стала жертвой российской пропаганды, но теперь видит правду. Цитата. «Я рада быть тут, Маргарита. Я только что прибыла в Украину. Дорога сюда заняла целую вечность. Из-за российских террористов, которые разрушили авиасообщение. После 30 часов путешествия я с нетерпением жду возможности показать миллионам сторонников Трампа и американцам, насколько жестокой является Россия и почему следующими могут стать Соединенные Штаты, если мы не проснемся и не сознаем опасность, которую несет идеология многополярности». Чтобы такое случилось, позиция лично Трампа и его администрации должна была развернуться с точностью до наоборот. Что, очевидно, и произошло. Надежды на то, что к власти в мире придут популисты и мы тут с ними сделаем такой вот себе диктаторский интернационал, что Трамп лично сделает нас царицей морскую, такая надежда не сбылась. Причем исключительно из-за глупости Путина. Бог его знает, какую там многоходовочку там этот геостратег наш великий себе навоображал. Как долго он планировал водить американского президента по арене цирка. Но факт в том, что этому конец. Путин сделал из того, кто набивался ему в друзья, врага, а Украина смогла каким-то чудом вывернуться и превратить Трампа, по крайней мере, в дружественно настроенного нейтрала. Внешнеполитический фронт, весь этот союз с ультраправыми по всему миру, явно провален. Приход Дональда Трампа и его чрезвычайно разношерстной группы поддержки к власти в США был победой Путина, к которой тот не имел никакого отношения. И плодами этой победы он не смог воспользоваться. Происходящее в Украине всегда внушало определенный оптимизм тем, кто рассчитывает на победу России в войне. 25-й год для Украины стал временем сплошных коррупционных и политических скандалов. Владимир Зеленский лишился едва ли не всего своего ближнего круга. Ближайший соратник и глава офиса Андрей Ермак и вовсе оказался сначала в СИЗО, а потом под залогом. И многим казалось, что украинская власть сейчас просто развалится изнутри. Но теперь до всех, кажется, дошло. С точки зрения войны вообще не так важно, кто сидит в украинском руководстве, включая даже самого Владимира Зеленского.
Не существует такой конфигурации украинской власти, которая отдаст Путину все, что тот запланировал себе забрать. Скандалы в руководстве, замена одних людей на других, митинги, протесты, недовольство по разным поводам. Все это уже не вызывает у российской провоенной аудитории прежнего прилива энтузиазма. Совершенно очевидно, Россия воюет не с Зеленским, Краснянским, Черновым, Беловым или Желтухиным. Кем бы то ни было. Россия воюет с Украиной. Конкретные люди в украинской власти могут быть более талантливыми и эффективными или менее талантливыми и более коррумпированными. Это будет влиять на качество войны с украинской стороны, но никак не повлияет на решимость Украины воевать. Не придет в результате скандала тот, кто скажет: раз Путин хочет Запорожье и Херсон, давайте отдадим ему Запорожье и Херсон. Многим казалось, что украинцы сожрут сами себя. Кто-то из руководства сбежал за границу или уехал в СИЗО. Того главкома отставили, этого назначили. Министр обороны тот, министр этот. Однако ситуация ни на фронте, ни в тылу для России лучше не становится. Последняя линия, на которую было очень много надежд, это экономика. Экономику во время войны характеризует не рост ВВП, дохода граждан или уровень общего благополучия. Экономику военного времени характеризует сама возможность воевать. Когда Владимир Путин раз за разом повторял, что, мол, Россия может воевать хоть 20 лет, как Петр I со шведами, мысль в этих высказываниях была одна единственная: на войну у нас денег хватит. Экономика в данном случае более важное стратегическое вооружение, чем любые ядерные ракеты. Представление о неуязвимости российской экономики давало уверенность, что Россия выиграет войну на истощение. Вы нас, дескать, не передавите. У вас деньги закончатся раньше, чем у нас. Такую уверенность Путин транслировал всю дорогу. И многие в это даже верили. Устойчивость российской экономики под ударами войны и санкций в первые годы произвела впечатление не только на российских граждан, но и на весь внешний мир. Война с противником, обладающим бесконечными ресурсами, это бессмысленное продолжение смертоубийств, бессмысленное умножение жертв. Мы хорошо помним, как это влияло и на западное общественное мнение, да и на наше тоже. Было ощущение, что Украину поддерживать бессмысленно, что Путин просто ввел чит-код на деньги, и они у него не закончатся, а значит, он победит. Не через год, да через 10 лет. Но сейчас очевидно, что это не так. Что проблемы, которые накапливались с 2022 года, начиная с нарастания долговой нагрузки федерального и региональных бюджетов, заканчивая наращиванием денежной массы, которая быстро разгоняет инфляцию, все эти проблемы дают свои эффекты. Удары Украины по НПЗ, нефтебазам, танкерному флоту, логистическим центрам. Проблемы эти наращивают, но не являются их основным источником. Главный факт заключается в том, что Путин просто проел ресурсы на войну. Россия при этом страна ресурсная, страна в высшей степени устойчивая. Но всему есть предел. И судя по тому, что мы видим сейчас, судя по опережающему все прогнозы росту бюджетного дефицита, судя по остановке роста или падению практически во всех гражданских отраслях, предел устойчивости, очевидно, достигнут. Правда оказалась в том, что Россия может воевать долго. 4,5 года – это долго. Но Россия не может воевать вечно. И это заметно безо всякой статистики. По рынку труда, по росту цен, по лихорадочному поиску новых доходов, по росту налогов, сборов и штрафов, по ключевой ставке, которая даже не думает снижаться. Очень долго работала мантра. Неважно, мол, что происходит на фронте и насколько скромны наши успехи. Наша победа, дескать, в том, что экономически задавить нас не вышло. Теперь нет и этого. Война теперь выглядит так. Нет побед на земле, горит тыл. Надежда на преподобного Трампа исчерпана. А что хуже, нет ни малейшей уверенности, что еще на год, 2, 3, 5 лет войны банально вообще хватит денег. Когда мы смотрим на любые рейтинги тревожности, на одобрение Путина, на состояние фондового рынка, на аккуратные высказывания людей вроде Грефа о том, как все пора бы сворачивать, стоит помнить одну вещь. Наверное, впервые за четверть века правления Путина нет ни одного показателя, который мог бы вселять какой-то оптимизм. Государство показало себя слабым во всем. Не преуспело на фронте, не защитило тыл, не преуспело во внешней политике, не преуспело нигде. Оно даже не способно больше с барского плеча всем компенсировать убытки. У него не выходит раздавать деньги пострадавшим продавцам Wildberries. Государство казалось бесконечно сильным и ресурсным. На этом держалась личная легитимность Путина. Сейчас государство – универсальный должник. Сейчас государство демонстрирует слабость и неспособность достигать поставленных целей во всем, за что борется.
До завтра.